Привет, Cover Project. Меня зовут Лада Шефлер. Я дизайнер интерьера, и добро пожаловать в мой дом. Само здание мы купили на стадии коробки. Мы привлекли архитектора Александра Побережного. Александр помог нам сделать идеальную планировку, разделил дом на две части. Одна часть у нас полностью детская, вторая часть для нас. Мы хотели, чтобы у детей было свое пространство, чтобы они чувствовали себя там как бы спокойно, знали, что за ними никто не смотрит, и у них такой был свой маленький мир, скажем так. И в то же время нам это было тоже замечательно. Мы сделали отдельно спальню свою, отдельно большую гардеробную, и вот Саша нам помог воплотить это все в реальность. Мне было очень важно, чтобы на участке росли сосны, чтобы было ощущение того, что ты находишься в лесу. Потому что я провела все детство у бабушки в деревне, и дом был довольно-таки далеко от Москвы, примерно 150 километров, и я хотела вот заново это чувство, что ты как будто на отдыхе. Общая площадь дома 850 квадратных метров, и планировка сделана таким образом, чтобы дом был максимально открыт природе. У нас есть два выхода на террасу. Один идет через кухню, а другой через кабинет. Сразу от входа мы попадаем в просторную прихожую, которая соединена с кухней, а из кухни мы сразу попадаем в большой зал. Из гостиной мы проходим по коридору и попадаем в бар. Бар оборудован большой барной стойкой, покерным столом и небольшой зоной отдыха. В другую сторону от входа можно пройти к кабинету, который также выполняет функцию гостевой спальни, так как там стоит большая двухспальная кровать. В отличие от других помещений, в кабинет я добавила оттенок насыщенного пыльно-голубого. Он создает обволакивающее ощущение кокона. И также добавила камин для создания еще большего уюта. Второй этаж у нас более приватный, разделен на две зоны. Одна зона наша, с санузлом, спальней и гардеробной. Также на нашем этаже находится гостевая спальня. Второй блок мы полностью отдали детям. Здесь находятся две детские спальни, два детских санузла, и несколько ступеней вверх находится игровая, также со своим большим санузлом. Игровая была спроектирована таким образом, чтобы она могла расти вместе с детьми и в будущем превратилась в детскую спальню. Для этого мы сделали там большой санузел с душевой и сделали большое помещение, которое сейчас используется под хранение игрушек, а в будущем здесь будет предусмотрен шкаф, гардеробный. Что касается дизайна интерьера, я уже давно знала, каким он будет. У меня в телефоне есть отдельно папка с фотографиями, альбом, скажем, который я назвала «Дом». И вот за многие годы, которые мы, вот во время того, как мы искали наш дом, дом мечты, в эту папку я потихонечку собирала разные фотографии
фотографии кухни, фотографии плитки, фотографии обоев. То есть картинка, в принципе, уже была готова. Осталось вот только воплотить ее в реальность. Так как мы живем за городом, для нас очень важна была связь с природой, поэтому я выбирала максимально натуральные материалы. У нас много дерева, латунь, бетон, мрамор, джутовые ковры. Например, на кухне мы сделали мраморную столешницу. Многие отговаривали, но она отлично прижилась и чувствует себя прекрасно. Когда мы покупали дом, на кухне, к сожалению, не была предусмотрена электрическая плита, поэтому мы проводили отдельно газ. Мы хотели поставить большую красивую газовую плиту, которая будет тоже центром кухни. Мы повесили красивую вытяжку над ней, и на стенах мы сделали полки, чтобы не перегружать кухню, а чтобы все пространство казалось легким и воздушным. Сама кухня у нас выполнена на английской фабрике. Это очень маленькое производство, Devil Kitchen. Они выпускают довольно-таки мало кухонь в год. У них есть прекрасный художник, который расписал мне серванты. Каждому клиенту она выбирает свой рисунок. Посовещавшись, мы выбрали белые цветы, которые, мне кажется, очень хорошо вписались в интерьер, подошли к белым стенам. До того, как мы еще начали строить дом, мы с мужем поехали в Марракеш, и мы нашли там замечательную плитку, которую производят в Касабланке. Фабрике очень много лет. Называется она Eight Manos. Ей облицовывались дворцы, до сих пор облицовываются разные важные исторические объекты. И мы уже знали, что мы хотим, чтобы она была у нас в доме. Также нашла прекрасные смесители, которые делают в Австралии. Их делают из латуни, и они окисляются со временем. Эта идея мне очень понравилась, и я тоже уже знала, что эти краны будут стоять у нас в доме. Поэтому модели, цвета я все выбрала, и под них я уже делала санузлы. В моей папке еще были детские обои, которые я также нашла в Австралии. Очень красивая ручная работа. Часть делается на станке, часть разрисовывается вручную. И мы их поклеили в детские спальни. И обе спальни мы заклеили частично, чтобы не было слишком много всего. Мы поклеили их на одну стену. И у мальчиков в спальне, и у дочки. Вообще в моей папке очень много всего было из Австралии, потому что мне очень близок австралийский интерьер, и, наверное, вот в этом доме я передала его максимально. В двух словах, это какой-то скандинавский минимализм, совмещенный с какими-то предметами роскоши, можно так сказать. То есть у тебя белые стены часто, потому что это как холст для художника, и туда уже добавляются предметы роскоши, красивый свет, может быть, какие-то кресла. И вот это я максимально отразила в своем доме. Например, ярким акцентом гостиной у нас стали кресла. Ткань, на которой я ждала очень долго, я ее заказывала в Liberty London. Она называется Faria Flowers. Очень красивые цветы на синем фоне, бархатистом. И вся гостиная была выстроена вокруг этого яркого акцента, поэтому стены, соответственно, тоже белые. Есть элементы голубого цвета присутствуют, например, в комоде, который находится около стола, на этажерке голубая ваза, ну, по минимуму, скажем так. И потом мы отдельно заказывали эти кресла большие в фирме De Muradas, оббивали этой тканью, и вот как бы вся гостиная, как я уже сказала, выстраивали вокруг них.
В интерьере ванной комнаты я хотела передать идею многослойности, поэтому мы там использовали и бетон, и плитку, и мрамор. И еще была такая замечательная идея, чтобы уложить мрамор в виде паркетной доски. Рисунок паркетной кладки у нас также появился в детском блоке. В санузлах это плитка на стенах. И в детской спальне это рисунок на обоях в виде паркетной доски. Наверное, самое большое внимание я уделила свету в интерьере. Я очень люблю дизайнерский свет, и особенно американских производителей. Поэтому у меня в доме висят замечательные люстры, сделанные из браса, и светильники знаменитой фирмы Apparatus. Также Alid Maker. Это тоже американцы. У них все производится вручную, и большое внимание уделяется материалам, особенно стеклу и латуни. Интерьер дома, он полностью отражает то настроение, которое я хотела передать. Вот эти белые стены, воздушность, арки, плавные переходы. Он светлый, воздушный, легкий. Это место, где мы все отдыхаем, куда хочется приезжать, где хочется находиться. Дом дарит нам ощущение гармонии с природой, также гармонии с собой. Утром мы просыпаемся под пение птиц, садимся за большой стол на завтрак всей семьей, а вечером мы все собираемся около камина, разжигаем камин. И вечером засыпаем под шум ветра в соснах.